Всем привет! Вы на канале Frame Story, и сегодня мы снимаем это спонтанное видео. И спонтанно оно потому, что Иван с утра решил, что ему необходимо наводить порядок в бытовке. Я на самом деле сегодня не планировал ничего убирать, даже не убирать, а разбирать все эти завалы. Но у нас катастрофически не хватает места, потому что много всего захламлено, так скажем, и много чего еще мы не выкинули. Вот, поэтому сегодня я зашел в эту Нарнию и нашел там много довольно-таки интересных артефактов. Мы просто покажем и расскажем, что хранили люди у себя в сарайчиках и что дожило до наших дней, что из этого нам пригодится, что мы подарим нашим друзьям, а что просто выкинем и отвезем на помойку. Также в конце видео мы покажем самую жуткую находку, которую мы здесь нашли, поэтому смотрите до конца, и вы офигеете. Короче, значит, когда мы покупали дачу, мы вообще не заходили в это помещение. И нам хозяйка даже не передала ключи. Ключи мы нашли в домике, в какой-то вазочке. Вот, и когда в первый раз я вообще зашел сюда, я офигел от того, что здесь было целых 4 велосипеда старых советских. Вот, что из себя представляет вообще вот этот закуток. Значит, это дровник, в котором хранятся дрова, стулья, столы, мангал, ну еще некоторые другое. Сейчас мы пока здесь все вот скидали, сгребли в сторону. И помимо всего прочего, здесь есть еще одна потайная комната, в которой хранятся всякие разные ништяки. Пойдемте. Короче, мы уже здесь немного повытаскивали что-то, что покажем позже. Вот такая вот, значит, комната. Значит, изначально здесь находилось и находится 4 велосипеда. Один Аист, один ХВЗ Спутник и 2 ХВЗ Старт-шоссе. На Спутнике мы уже гоняли, на Аисте мы уже гоняли, а Старт-шоссе, к сожалению, там трубчатые колеса, и им всем очень плохо. Короче, это определенный строительный склад, поэтому здесь лежит всякая разная советская краска, которая уже совсем давно испортилась. Помимо всего прочего, эти легендарные баночки, которые вот так выглядят, Норма Таллин, 1970 год. В них разные штучки, например, здесь дедушка хранил петли. Вот. Количество петель очень большое и всяких разных, например, таких вот штучек из нержавейки. Честно признаться, не знаю, зачем они и не знаю, куда их использовать, что-то все-таки придется выкинуть. Если мы посмотрим наверх, то мы увидим весы. Реально настоящие весы. Собственно, даже есть гири 1 килограмм, полкило. Мы их, честно признаться, еще не проверяли. Они довольно-таки в непрезентабельном состоянии. Вот, но выкидывать мы их не планируем. Дорогие друзья, подписчики, скажите мне, что вот это такое? Значит, ваше предположение ждем в комментариях, чтобы понять, что это вообще такое. Короче, вот такая баночка. Казалось бы, ну ладно, небольшое количество, но их есть целый мешок. И еще есть целый мешок вот таких вот штучек. Я, честно признаться, не знаю, где их взяли, для какой цели они использовали, что это за материал. Похоже на какой-то, как будто бы это фторопласт, может быть. В декоре дома кое-где используются вот такие штучки. Значит, на веранде они прибиты к потолку. И, ну, вы увидите на кадрах это. На самом деле, тут много всяких разных штучек. Я здесь доставал большое количество напильников. Они уже у меня лежат в другом помещении в ящичках. Точила для ножей. Очевидно, диски для циркулярной пилы. Я еще вам покажу довольно-таки красные пилы, которые мы уже как-то единожды использовали. Смотрите. Каков стилек. Честно признаться, мы зимой застряли здесь. И
уже использовали вот эти вот приспособления. Не скажу, что это было сильно эффективно, но мне их выкидывать не хочется. Потому что... В ход пошла вторая пила. Давай. Мили. Всем пока. Дорогие подписчики. Мы пили. Короче, принцип понять. Давай. Я уже стал превращаться в деда. Ну, как вы видите по моей одежде, вообще по моим повадкам, там огурцы, помидоры, всякая такая история. Когда моя горячо любимая мамочка приезжала к нам на дачу, мам, тебе привет, если ты смотришь это видео, она, когда зашла, увидела, сказала: вау, Ваня, это вообще очень классная штука. Короче, это латунный черпак, в котором можно варить варенье. И, возможно, деда Ваня скоро это будет делать. Ну, не Хонды же ему маслать, он уже же превратился в деда. Ну что, дорогие друзья, я же вам ранее говорил, что идейный вдохновитель и вообще создатель всего вот этого творения нашей дачи. А звали его, кстати, Васильев Юрий Николаевич. Спасибо его дочери, которая нам рассказала вообще всю подноготную про эту дачу, про ее становление и разные истории. Вот. Он был тем еще автолюбителем. Ездил он на москвичах, у него был 401, 412 москвич, у него были Жигули, двойка, четверка, в конце уже своей жизни у него была девятка. Вот. Но по рассказам его дочери, самым любимым автомобилем это была универсал четверка. Собственно, на обычной этой легковой машине он доставлял сюда материалы на дачу. И я постоянно натыкаюсь на разные жигулевские приспособления и штучки. Как я говорил ранее, магнитофон Урал, по моим ощущениям, он был с москвича. Так он действительно был с москвича. Короче, вот эта банка выглядит довольно-таки непрезентабельно. Но когда я ее увидел в комплекте с вот этой банкой, я сразу же понял, что это настоящее советское пушечное сало. Консервант для скрытых полостей, так скажем. Его постоянно мешают с битумной мастикой. Вот такая вот битумная мастика советская МСА. Копеечка. Передаю привет Культуре, которые на копейки куда только не ездили. Если вы не смотрели их видосы, то обязательно найдите этот канал. Вот. И новая, вот реально новая Мойвиль. Мойвиль 2, блин, не туда стал. Значит, Мойвиль 2, консервант для порогов. Собственно, здесь нарисована наша всеми любимая всем советским и русским народом Жигули 2101. И написано, куда и как применять, в какие места необходимо заливать этот консервант. Я, возможно, его использую. У меня, в принципе, и жига есть, но красный квадрат, наверное, в каких-то местах будет заполнен вот этой вот жижей. Количество весов в количестве 3 штук вызывает у меня, конечно, большие вопросы. Значит, вот эти вот маленькие милые весы, в комплекте с ними идет специальный пинцетик и разные мерные плашечки. Если внимательно вы на них посмотрите, вы увидите разные мерные такие вот штучки. 200 мг, 20 мг, 10 мг, 100 мг и 500 мг. Конечно, в 21 веке, в принципе, этим никого не удивишь. У нас уже есть электронные весы, стоимость их, наверное, в размере 500 рублей. Ну и найдена была вот такая вот банка с, наверное, 200 или 150 гвоздями. Да, это 150-е. В отличном качестве, состоянии точнее. Поэтому при строительстве они точно нам помогут. Дорогие друзья, в продажу залетает 3 лота. Значит, лот номер 1 реле маятниковое РМ-01 охранное. Лот номер 2 предполагаемое использование блок питания. Какая-то немецкая штука. Судя по всему, да, это преобразователь 220 на... О, это, кстати, регулируемый блок питания. Интересно, интересно, интересно.
И лот номер 3. Можно стильно двигаться по району, слушать, как школьники в колонку. Это у нас, наверное, радиоприемник. Если кто покупал когда-либо какие-то советские запчасти, там ножи или еще что-то, знает, что они обычно хранятся в таких промасленных бумажных упаковках. Ну здесь вот, например, от керосиновых ламп. Целая новая вот эта вот колба, не знаю, как правильно называется. Собственно, такая вот керосиновая лампа есть. Если у нас отключат электричество, мы справимся. Такого вида тоже что-то непонятное. И вот такой вот артефакт, значит, я думаю, это Ивата или Сата, ну, все маляры, все, кто красит, знают. Такой вот аппарат, и он у нас отправляется Артему. Такой вот подгон босяцкий. Интересно, конечно, как это работало. СО-44А маркировка. Сделана в СССР. Дюза, не знаю, под базу или под грунт. 1.4 там или 1.3. Вот, но вот такой вот аппарат. Я нашел все его составные части. Мне он, естественно, не пригодится. Но, в принципе, сделан так интересно. Я когда увидел, думаю, блин, деревяшка. Ну, наверное, выкидывать. Потом присмотрелся. А это, оказывается, поплавковый уровень. Интересно, насколько легкодоступно. Было ли Леруа в советские годы, или там Оби, или Касарама. Мне что-то есть подозрение, что нет. В какие вообще строительные магазины наши дедушки, бабушки и даже родители ходили, когда строили свое жилище? Очень интересно, очень интересно. Что еще мы здесь нашли? Большое количество старых оконных рам, дверей. Я еще пока не нашел силы их все отсюда вывести, потому что они занимают львиную долю места. Использовать их, ну, к сожалению, никуда не получится. Городить из них теплицу — это будет лютым колхозом. Вообще, в целом, на участке довольно большое количество стекла, просто безумно. Вот. И его утилизировать, перемещать до мусорки довольно-таки тяжело. Еще из полезного есть, например, рубероид. Мне кажется, что если надо будет гидроизолировать там дерево от, например, бетонных каких-то оснований, то его вполне можно будет использовать. Нашли пару мешков цемента, который просто уже вот такой вот камень. И, к сожалению, дорога на помойку. Вот. Еще есть краска. И где она находится? Вот в таком вот бидоне. Короче, там черпак. Ну, ей, конечно, уже плохо. Вот. Дорога ее на помойку. Кстати, здесь есть и встречаются постоянно разные всякие штучки, на которых все написано по-фински. Например, мы нашли измеритель уровня кислотности почвы. Мне, как юному садоводу, очень важно знать, в каком значении находится pH. Короче, был найден очень странный артефакт. Я не знаю, если честно, как она туда залезла. Потому что горлышко маленькое, а кажется, она довольно-таки крупной. Меня вот даже сейчас передергивает. Ну, короче... Фу, не трожь руками! Тут банка с подсолнечным маслом, и внутри находится мышь. Нам уже, конечно, звонили из Кунсткамеры, просили. Фу! Просили... Привезти ее в Питер? Да, в коллекцию. Блин, жесть. Ну что, вот такой получился видос. Видос хламьевщиков, старьевщиков. На самом деле это частично про нас, частично не про нас. Вот. Немного расхламили, я часть мусора вывез. Вот. И показали вам, как жили советские люди, что они хранили у себя в сараях. Пишите в комментариях ответы на некоторые наши вопросы, что это такое, что это такое. И вообще смотрите видос и подписывайтесь на канал A-Frame Story. Всем пока. Барахолка у Ивана. Приобретаем разные вещи советской эпохи. Лампы керосиновые в наличии, велосипеды советские, аэрометры и прочие другие штучки. Заходи, не стесняйся.